Привет, Арми. Добро пожаловать на канал VNews. Прежде чем мы перейдем к сегодняшним новостям, не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться. Огромное спасибо. Фиолетовое сердце, спасибо, Арми. Сегодня мир погрузился в тишину. Фанаты BTS по всему миру были шокированы заголовками, которые они и представить себе не могли. Тэхён ушел, Чингук не смог сдержать слез. HYBE наконец-то нарушили тишину. Но говорят ли они нам правду? Всего несколько часов назад корпорация HYBE опубликовала короткое, загадочное заявление, которое потрясло фандом BTS. Оно подтвердило то, чего многие боялись, но надеялись, что это всего лишь домыслы. Ким Тэхён ушел. Но из-за чего? Из-за промоушена? Из-за BTS? Из-за Чингука? Этот вопрос ранил сильнее, чем большинство фанатов могли признать вслух. Что на самом деле произошло между Тэхёном и Чингуком? Вчера вечером камеры запечатлели Чингука, выходящего из здания HYBE, с полузакрытым лицом, опущенной головой и чем-то, без сомнения, блестящим на его щеках. Плакал ли он? Был ли он в отчаянии? Это была его реакция на внезапное исчезновение Тэхёна? И почему? Почему HYBE молчали об этом неделями? Слухи начали циркулировать несколько недель назад, когда фанаты заметили неладное. Тэкука не видели вместе после парижского инцидента. Да, парижского инцидента, который до сих пор окутан тайной. Исчезли взгляды, едва заметные улыбки, те самые взгляды, которыми Чингук всегда находил Тэхёна в толпе. Теперь была лишь тишина. Пустота. Ничто. Но затем что-то изменилось. Единственная камера фаната. Дрожащее видео. Чингук, его глаза покраснели, он заметно дрожит, и многие считают, что он шепчет, он даже не попрощался. Что происходило за кулисами? Официальный пресс-релиз HYBE только подогрел страсти. По личным причинам Ким Тэхён временно не будет появляться на публике. Просим вашего понимания. Никаких подробностей. Никаких дат. Никакого прямого упоминания BTS. Никакого упоминания Чингука. Только расплывчатые фразы, завуалированные под корпоративную вежливость. И это еще не все. Очевидно, что ARMY недовольны этим молчанием. Они требуют ответов и хотят получить их немедленно. Но, пожалуй, самый тревожный вопрос – был ли этот разрыв запланирован с самого начала? Некоторые фанаты уже начали копать. Некоторые говорят, что есть доказательства, едва заметные изменения в контенте BTS, вырезанные моменты, где якобы вырезаны диалоги Тэкука, несоответствие в хронологии и даже инсайдерские утечки, которые указывают на то, что руководство заблокировало некоторые публичные проявления близости между участниками группы. Одно особенно тревожное утверждение – им сказали прекратить видеться вне камер. Пытается ли HYBE стереть Тэкука из памяти? Неужели мы наблюдаем, как история любви, или, может быть, связь, насильственно разрушается прямо на наших глазах? Почему Тэхён молчит? Его заставили замолчать? Или он оставил свой единственный выход? И где он сейчас? Папарацци его не видели. Никаких обновлений в Инстаграм. Никаких сообщений фанатам. Просто исчез. Тем временем Чингук не публиковал ничего с момента объявления. Источники, близкие к лейблу, говорят, что у него не все хорошо, а один анонимный сотрудник описывает его настроение как мрачное, напряженное и полное вопросов без ответов. И остается главный вопрос: что их разлучило? Париж. Сильное давление. Секретный ультиматум от компании? Или это был выбор? Защищал ли Тэхён Чингука, оставаясь в стороне? Или Чингук остался? Мир наблюдает, и мы не отводим взгляд. Чингук не в порядке. Когда молчание говорит само за себя. Чингуку не нужно говорить, чтобы весь мир его услышал.
С тех пор, как HYBE сделали неоднозначное заявление, фанаты пристально следили за каждым его кадром, за каждым движением его лица. В одной короткой прямой трансляции, опубликованной до объявления, Чингук выглядел пустым. Не просто уставшим. Пустым. Его обычно яркие глаза едва блестели. Голос стал тише. Когда его спросили о Тэхёне, она замолчала. Она моргнула. А затем улыбнулась. Но улыбка не коснулась ее глаз. Этот момент стал вирусным. Тишина была оглушительной. Тысячи фанатов прокомментировали одно и то же: он что-то скрывает. Но что именно? Вину. Печаль. Гнев. И почему казалось, что из их последнего контента исчезли все следы Тэхёна? Фанатские монтажи, старые фотографии и моменты, которые когда-то определяли BTS, теперь кажутся призраками. Удаленные клипы. Обрезанные миниатюры. Архивные видео. Было ли это случайностью? Или мы наблюдаем молчаливое стирание чего-то святого? Хронология дистанции, когда Тэкук начал разваливаться. Все началось не с этого заявления. Трещины появились задолго до этого. Многие фанаты связывают начало перемен с парижским графиком BTS. Тэхён приехал отдельно. Он ушел рано. Их ни разу не видели вместе. Даже во время общих мероприятий их взаимодействие было почти стратегическим. Вынужденным. Холодным. Некоторые списали это на расписание. Но те, кто следил за Тэкуком годами, знают, что это не так. Их молчание было не просто затишьем, оно было неестественным. После Парижа наступил период затишья. Никакого трансляции Тэкука. Никакого взаимодействия. Даже лайков в Инстаграм. Затем Чингук внезапно начал сольно выступать. Каверы, ночные концерты, танцы в одиночестве в студии, которая раньше была наполнена их хохотом. А Тэхён? Он исчез. Никаких обновлений. Никакого расписания. Никаких объяснений. Пока не случилось это ужасное заявление HYBE, которое сказало все, не сказав ни слова. Я не могу перестать плакать. Фанаты реагируют разбитым сердцем. Армии не просто наблюдают. Они чувствуют это. Тысячи людей опубликовали в социальных сетях душераздирающие посты, видео и голосовые сообщения, описывая свое горе. На одном популярном ТикТок, набравшем более 8 миллионов просмотров, фанатка сжимает в руках старую фотокнигу Тэкука, по лицу которой текут слезы, и шепчет: «Они обещали быть вместе. Они говорили нам, что мы семья». Почему это похоже на развод? Комментарии переполнены признаниями: «Я ничего не ела с тех пор, как узнала эту новость. Тэкук дал мне надежду, теперь я чувствую, что все это было ложью». HYBE не могут этого сделать. Мы заслуживаем ответов. И это не просто эмоции, это организованная реакция. Армии запустили несколько популярных кампаний с требованием от HYBE предоставить полное разъяснение. Некоторые даже требуют юридической прозрачности, утверждая, что подобное введение в заблуждение может быть равносильно масштабной эмоциональной манипуляции. Шепот изнутри HYBE: им сказали держать дистанцию. Инсайдеры быстро начали говорить. Бывший сотрудник HYBE, анонимно поговоривший с корейским новостным сайтом, заявил, что после поездки в Париж политика компании в отношении взаимодействия между участниками группы изменилась. Они не хотели, чтобы Тэкуку уделяли слишком много внимания. Руководство посчитало, что это наносит ущерб индивидуальному имиджу. Другой источник намекнул на нечто более мрачное. Им сказали, что это для их же безопасности. Но Чингук отнесся к этому серьезно. Это так тяжело. Вот почему он так подавлен. Одна из теорий фанатов даже предполагает, что Чингук умолял снять запрет, но получил отказ.
Может быть, это и стало причиной молчаливого ухода Тэхёна? Был ли это протест? Или побег? «Тэхён, где ты?» Навязчивая тишина, которая преследует его сейчас. Никто не знает, где Тэхён. Даже фан-сайт, который следовал за ним, словно тень. Шторы в его квартире задернуты уже несколько дней. Его машина не двигается. Никто не видел его ни в спортзале, ни в студии, ни даже в любимом кафе. Он словно исчез. Единственный цифровой след — таинственное обновление Spotify. Тэхён слушал «The Night We Met» группы Лаурд Хюран. Душераздирающая песня. Слова, которые читаются как расставание. «У меня было все, а потом большая часть тебя, часть тебя, а теперь никого из тебя». Фанаты были тронуты до слез, читая ее. Было ли это сообщение? Это было прощание. Или он плакал, чтобы кто-нибудь его услышал? Чингук. Это не те BTS, которых мы знаем. Что HYBE не скажет. Эмоциональный эффект был глобальным. Но молчание HYBE стратегическое. Никаких пресс-конференций. Никаких дальнейших интервью. Никакого упоминания Тэхёна в рекламных материалах. Некоторые называют это активным дистанцированием. И если это правда, возникает пугающий вопрос, был ли это их план? Они создавали образ Тэкука только для того, чтобы разрушить его, когда он перестал соответствовать их планам? Некоторые инсайдеры теперь утверждают, что руководство хочет сменить имидж BTS после службы в армии, сосредоточившись на сольной карьере и избавившись от партнеров, которые могли бы отвлекать от коммерческих целей. Если это правда, это означает, что Тэкук не только жертва времени, но и дизайна. Тэкук должен вернуться. Пронзительный клич армии. От Сеула до Сан-Паулу, от Джакарты до Лондона миллионы голосов объединились в одном эмоциональном призыве. Тэкук должен вернуться. Это больше, чем просто фандомная фантазия. Речь идет о правде. Связи. Верности. Фанаты раскупили билборды на Таймс-сквер. Петиции с более чем 2 миллионами подписей заполонили корейские новостные порталы. Фанаты со всего мира координировали медиакомпанию. А сегодня вечером, впервые за несколько недель, бдение со свечами у здания HYBE привлекло более 1000 фанатов, каждый из которых держал плакат с надписью «Верните Тэкука». Мы видим, что вы сделали, HYBE. Правда должна быть сказана. Глаза Чингука кричат. Когда любовь превращается в воспоминание на камеру. Фанаты всегда говорили, что Чингук из тех, кто говорит глазами. А теперь они кричат. В недавнем интервью, посвященном его сольному промоушену, журналист задал невинный вопрос: «По работе с кем из участников группы вы скучаете больше всего?» Улыбка Чингука застыла. Секундой позже его руки сжались в кулаки на коленях, голос дрогнул. Затем, почти шепотом, «Я скучаю, потому, как все было раньше». Он не называл имен. Да и не нужно было. Его взгляд был опущен в пол. А когда камера навела панораму, фанаты увидели то, чего больше всего боялись. Его ресницы были мокрыми. Клип стал вирусным в интернете. Тысячи людей оставили похожие комментарии. Он выглядит так, будто вот-вот заплачет. А другие еще громче: он скучает по Тэхёну. Но если это правда, почему он ничего не сказал? Что его останавливало? Кто ему мешал? Пытался ли HYBE что-то скрыть? А затем произошла утечка, которая потрясла всех. Закадровый ролик со съемок развлекательного шоу, официально так и не опубликованный, был анонимно загружен на зарубежный форум. В нем Чингук удивлен вопросом: «Ты видел Тэхёна в последнее время?» Он мягко улыбается и отвечает: «Он ушел, ничего мне не сказав». Затем, поправляя микрофон и не замечая, что камера все еще работает, он добавляет низким, душераздирающим голосом: «Я бы остановил его, если бы мог». Клип исчезает через несколько часов.
HYBE накладывает на все публикации DMCA защиту. Все зеркала удаляются. Но слишком поздно. ARMY уже увидели его. Сохранили. Перевели. И теперь они спрашивают. Почему HYBE скрыли этот момент?